Друзья, вы на канале Делай то, делай это. С вами Ким. Мы сегодня с вами проговорим про специальных муравьев, где их добывают и как их можно получить и для чего они нужны. Разные фишки данных муравьев и каких лучше муравьев на первых этапах определять в жилище. Начнем мы с инкубатора спецмуравьев. Мы его видим здесь. Вот оно, этот инкубатор. Открыв вкладки, мы понимаем, что можем собрать их, муравьев, из фрагментов или вылупить из яиц. Если мы ткнем на улучшение, мы увидим, что бонус к опыту спецмуравьев дает каждый левел плюс 2%. Это тоже немаловажно, чтобы вы понимали, что это здание очень важно поднимать как можно выше, тем быстрее будут развиваться ваши специальные муравьи. На вкладке фрагменты мы увидим, что специальные муравьи можно получить с помощью яиц и сложить их из фрагментов. К примеру, вот видно то, что сереньким распродано, то есть я за эту неделю собрал максимальное количество фрагментов, и следующее обновление вот произойдет, мы видим, через один день, зелененьким циферблат отсчитывает, и 6 часов будут новые муравьи, которые также можно собрать из яиц. Яйца можно, вот мы видим наше количество, которые получить можем, выполняя различные ивенты. Как мы уже не говорили, вы получите за третьи ракушки порядка 20 яиц за один ивент, за третью ракушку. Мы можем также вылупить из яиц муравьев. Мы об этом также рассматривали на ивенте. Давайте еще раз пробежимся, как это происходит. Вот получился зелененький. Фиолетовый — это продвинутое вылупление. Также вот выпадает зелененький. Давайте попробуем еще разок. Нет, все равно зелененький. Может быть, на экстра вылупление вылупится какой-то интересный муравей. Синенький — это среднего уровня. Давайте еще раз попробуем. Еще раз синенький. Ну и третий раз для интереса тоже синенький. Так, ладно. Вот так мы получаем различных муравьев. Вот здесь есть иконка. Вот она. Мы можем, нажав на нее, увидеть, каких муравьев можем получить. Случайным образом. Вверху мы видим оранжевые специальные муравьи, которые выпадают из яиц. Дальше фиолетовые специальные муравьи и синие специальные муравьи. То есть количество очень большое, процент выпадения оранжевого муравья очень маленький, но есть, как говорится, обязательное получение каждый 30-й раз. Когда мы вскрываем скорлупу, получаем 100% оранжевого муравья. Так, давайте пройдем в жилище спецмуравьев. Оно у нас находится вот здесь. Вот так выглядит у нас жилище спецмуравьев. Видите, стрелочка показывает то, что есть место еще. Но у меня все муравьи распределены. Улучшая данное здание, мы увеличиваем с каждым левелом лидерство. Вот мы видим, это лидерство вот здесь указано. 72 на данный момент. Если мы поднимем на уровень 23, будет 78 лидерство. Это позволяет больше специалистов разместить в данное здание. Нам потребуется для увеличения мерцающий лист. Мерцающий лист, он за кристаллы только покупается, его нигде не добыть. И в начальных этапах, выполняя определенные задания, он также выпадает бонусами. Так, давайте пройдем мы в вкладку «Разместить». Увидим, что у нас есть 3 ветки лидеров. Первая ветка отвечает за производство ресурсов в вашем муравейнике. Вторая ветка военная, отвечает за скорость вылупления солдат, охранников, стрелков, носителей. Также за лечение. По классификации они подразделяются на 3 вида. По значимости от зеленых, синих и топовых оранжевых. Вот мы видим, что внизу зеленый, синий и вот топовый оранжевый. Третья ветка управления отвечает за строительство и бонусы от божьей коровки. Рассмотрим строительство подробнее. Данный муравей, он оранжевый у нас. По моему мнению, он самый важный. Есть наподобие его вкладки производства. Мы его тоже рассмотрим. Давайте посмотрим, что он умеет. Здесь мы видим, что
опыт по строительству. Чем выше навык, тем быстрее получается опыт у него, и тем самым его левел растет быстрее. Значит, первое – это навык развития, время строительства, которое сокращается при увеличении данного навыка. Второе – это управление колонией. Расходы мяса и растений на войска сокращаются при максимальном развитии на 25%. Мясо и растения. Растения очень важный элемент, как и в принципе мясо. То есть, если я в прошлом видео показывал, как мы можем сэкономить воду и мясо, то здесь мы видим, что на 25% мы можем сэкономить растения от поедания их войсками. Это очень важно, поэтому старайтесь прокачать этот максимум, эту вкладку на максимум. Дальше у нас идет быстрое строительство. Здесь так понятно, что максимальное строительство может достигать 30% при максимальном развитии. Это тоже немаловажно, что вы будете тратить меньше ускоров, но при этом ваше здание будет строиться очень быстро. Следующая вкладка «Укрепление гнезда» отвечает за защиту. Защита обороны муравейника плюс 30% при вторжении на вас. Это очень значимая вкладка. Дальше. Техника строительства. Расход ресурсов на строительство зданий. Вот здесь я хочу сделать акцент. Минус 20%, кроме медовой росы. Что такое минус 20%? Я вам на примере сейчас покажу. Когда я отключу этих муравьев, какая будет разница по строительству. Мы поговорили о гигантском муравье черепаха. И сразу перейду на вкладку «Производить». Данный муравей Атта, муравей листорез, также отвечает тем же требованиям, что и гигантский муравей. Правда, у него, так как он синий, есть всего лишь 4 вкладки. Первое — строительство. Здесь мы скорость строительства также видим здание. Но в процентном соотношении оно ниже, чем у оранжевого муравья. Здесь также идет расходы ресурсов на строительство зданий. Минус 10%. У гигантского муравья минус 20%. В сумме мы получаем минус 30%, кроме медовой росы. Минус 30% это очень значимо, когда на высоких левелах вы строите здание. И здесь у меня вкладка открыта, минус 10% на строительной росы. Но чтобы открыть это у гигантского муравья черепахи, минус 20%, нам для открытия потребуется еще таких 2 оранжевых муравья. К сожалению, они мне не попадаются больше, поэтому я не могу открыть следующую вкладку. Ну, надеюсь, в будущем они появятся. Давайте мы снимем их, как я и обещал, с занимаемыми должности и увидим. Сейчас я вам покажу. Допустим, для увеличения инкубатора спецмуравьев сейчас нам нужно 44 тысячи грунта, 34 тысячи песка и 22 тысячи медовой росы. Это без этих муравьев. Как только мы их размещаем в лагере обратно, мы увидим разницу, что у нас сократилось достаточно прилично вот это значение. Поэтому эти муравьи очень важны, как говорится, даже на начальных этапах, потому что очень сильно вы будете экономить свои ресурсы. Вот, где еще можно показать на большом здании разницу. Допустим, логово Альянса. Вот чтобы здесь не так много ресурсов необходимо. К примеру, ну вот, мы можем увидеть, что 92 тысячи мяса, 18 тысяч грунта и 23 тысячи медовой росы. Если их снять, муравьев, то мы увидим цифру намного выше. Вот обратите внимание, что уже вместо 90 тысяч, да, 120 тысяч, вот, что значительно отличается от начальных этапов. Поэтому моя рекомендация размещать этих муравьев в этом строении. Но единственное, они размещаются, я вот скажу, что в центре благ мы зайдем, если у вас есть световой контакт. Световой контакт
на 30 дней подключается, и тогда вы можете пользоваться данными муравьями. Да, к сожалению, это не бесплатно. Это как оплата в месяц. Так, давайте пробежимся по остальным муравьям, по производственным. Муравей гигантский глаз у нас отвечает за росу, за автоматическое производство росы. С каждым левелом увеличивается на 1000. Первая вкладка. Там дальше увеличивается также выращивание тли на 120% при следующем уровне. Давайте посмотрим. У нас нету, да, там очков, мутированных спор. Мигающий муравей отвечает за мясо. Красноногий муравей за листву. Бирюзовый муравей отвечает за грунт. По моему мнению, это один из самых важных муравьев. Вы его тоже сохраните, потому что вот эти значения необходимо прокачать до максимальных. Чтобы открыть последнюю, необходимо таких 3 муравья. Значит, вот эта вкладка предыдущая 2 муравья, и 4-я вот вкладка слева направо, если считать, то нужен 1 муравей. В сумме нам надо 6 муравьев, чтобы открыть все вкладки. Ну, они легко добываются. На начальных этапах вы получаете этих муравьев из заданий. Просто некоторые, когда не знают, они их на скорлупу отправляют и не используют их для увеличения этих моментов. А это очень важно, что касается грунта, листвы и песка. Вот этот муравей оранжевый паук, он отвечает за сбор. Также вот у меня не открыт еще последний фрагмент. Нужно для этого 3 муравья. У меня пока 1. Дальше у нас идут сопутствующие муравьи. Мы сейчас посмотрели о фиолетовых, это перед оранжевыми идут. А чуть ниже такие же муравьи, вот пятнистый муравей листорез, он также важен по добыче грунта. Они все работают совместно. И колючий муравей листорез, он отвечает также за росу, вот, для увеличения ее выработки. Даже вот есть зелененькие. Вот зелененькие, они всего занимают в лагере 1 очко лидерства. Вот. Чем выше, тем больше очков. Синие 3, как мы видим. Значит, фиолетовые у нас занимают 5 очков лидерства, а желтые у нас, оранжевые, занимают 6 очков лидерства. Поэтому вы должны правильно рассчитать все очки лидерства и приоритет ставить на добычу и на развитие. Вылупление в военной режиме можно это отпустить на потом, когда войны начнутся. Ну, первоочередно это ресурсы, конечно. Чем больше ресурсов, тем больше у вас будет, быстрее развитие пойдет. Вот. В принципе, я проговорил об основных критериях специальных муравьев. Дальше мы поговорим уже в следующих роликах о военных муравьях и их специализации, как правильно расставлять и что нам делать, чтобы нас не могли пробить. Смотрите в следующем выпуске. Ну а пока до встречи, всем приятных выходных, пока, до свидания.